Всем доброго дня, дорогие мои подписчики, уважаемые гости моего канала. С вами Натали Таро. Сегодня я сделаю для вас онлайн-расклад на тему «Его ближайшие планы на вас». Смотреть расклад мы будем на колоде Таро 78 дверей. У нас будет с вами 5 вариантов. Пожалуйста, определяйтесь, загадывайте человека. Ну, а мы будем начинать. Итак, вариант номер 1. Его ближайшие планы на вас. Ближайшие имеется в виду, ну, буквально вот ближайшие 3 месяца, да, на дольше смотреть не будем. Посмотрим, что ваш мужчина, которого вы загадываете, какие планы он на вас имеет, что в его голове по отношению к вам. Уточняться, как обычно, будем по колоде Символон. Итак, его ближайшие планы на вас. Хочу сейчас сделать небольшое отступление. Если вы обратили внимание, возле тайм-кода появилась новая строчка. Для поддержки канала вы можете перейти по ссылочке и оставить донат, то есть пожертвование на поддержку канала, как мне благодарность за ту работу, которую я выполняю. Можете пройти по ссылке и оставить абсолютно любую сумму, какую вы только сможете. Я буду вам очень благодарна, а также я, конечно, буду видеть, что моя работа не проходит даром. Есть многие люди, которые пишут, что мои расклады общие для них как индивидуальные гадания. Поэтому, если вы захотите меня отблагодарить, я буду очень рада. Ссылочка находится прямо возле тайм-кода. Итак, продолжаем. Первый вариант – его ближайшие планы на вас. Девочки, здесь такой вариант. Во-первых, я вижу, что вы не общаетесь. У вас уже довольно затянувшаяся пауза, можно даже сказать, где-то до полугода. Человек решает разрубить вот всю эту зависшую ситуацию. Причем, знаете как, вот кардинально. Поначалу он подумывал какие-то планы, строил там себе какие-то в голове планы рисовал, как он объявится, что он скажет, как это будет. В итоге сейчас он приходит к тому, что вот самый простой план – это самый быстрый. Прийти, объявиться, сказать, решить и сделать. И вот по шестерке жезлов мы понимаем, что, девочки, ваш мужчина уже фактически входит к вам в дверь. Но чтобы вы знали, это решение далось ему очень тяжело. Здесь было очень много обстоятельств, которые ему мешали. Здесь было очень много чего такого, что он преодолевал, и как внутри себя, так и в жизни своей, да, какие-то там препятствия были, почему он не мог, допустим, объявиться раньше. Человек думал об этом постоянно, и вот сейчас пришло время. Он стоит, девочки, у вашей двери. Вот в самое ближайшее время здесь человек объявится для того, чтобы расставить все точки над «и», чтобы все стало на свои места. Ну, девочки, давайте будем говорить так, что человек-то придет, только вот какой будет разговор, как он закончится. Знаете, здесь, я бы сказала, многие из вас готовы погнать его прямо с порога, чуть ли не веником. Ну, потому как, ну, видимо, заслужил, да, будем говорить честно, заслужил. Но человек здесь придет, девочки, абсолютно, ну вот с желанием
начать все с нуля. И вот перед тем, как вы решите послать его куда подальше, да, даже не открыв дверь, возможно, подумайте о том, что мужчине решение прийти к вам далось очень сложно. Очень сложно. Вообще здесь, конечно, разговор, девочки, будет не из легких. Здесь куча страхов как с вашей стороны, так и с его. Здесь куча проблем. Здесь то, что, возможно, он оставил вас в трудную минуту. Возможно, он вас заблокировал тогда, когда вы нуждались в помощи. Возможно, что вот буквально исчез, ничего не объясняя, и вы сходили с ума, не знали, что делать, где он и что с ним. Разговор, девочки, здесь будет очень тяжелый. Здесь будут взаимные обвинения, здесь будут взаимные претензии. Здесь, знаете, вот весь тот негатив, который накопился в вашей связи, как с вашей стороны, так и с его, вот он выльется. Возможно, это и к лучшему, потому что дальше по рыцарю кубков понятно, что когда вот этот негатив выльется, то скорее всего, что уже речь пойдет больше о чувствах и о том, что же дальше вам делать, девочки. Вот смотрите, насколько здесь... Вот знаете, какая у меня сейчас аналогия, вот прям перед глазами стала, когда долго не было воды и чинили водопровод, и потом пустили воду, она идет такая ржавая, со всем вот этим мусором. Девочки, вот у вас такая же ситуация, у вас не было общения, у вас не было связи, у вас было накопление взаимных претензий друг к другу. И вот сейчас, когда человек объявится и когда это общение начнется, это вот будет похоже на то, как пустили воду, да, по трубам. Вот сначала выйдет вот эта вся грязь в виде ваших взаимных претензий, в виде ваших взаимных обвинений. И потом, конечно же, здесь мужчина возьмет в руки инициативу, инициатива будет его, он заговорит о чувствах, он заговорит о любви, он заговорит о продолжении связи, он заговорит о том, что он хочет, чтобы ваши отношения продолжались, он хочет, чтобы ваши отношения наладились, чтобы в ваших отношениях все было. И вы знаете, у него будет успех, он добьется своего, потому что раз вы все еще его ждете, несмотря на всю ту ситуацию, которая произошла, значит, вы его любите. А если вы его любите, значит, будет понимание. А если будет понимание, значит, можно будет принять решение. Вот это, наверное, самое-самое важное и ценное. Вот такие вот у мужчины планы. Мужчина понимает прекрасно, что вы не будете встречать его с распростертыми объятиями, что вы будете готовы захлопнуть перед ним дверь. И несмотря на это, девочки, он решается. Вот в самое ближайшее время он решается объявиться. Потому что ему самому уже эта ситуация очень тяжела. Нужно расставить точки над «и». Нужно внести и ясность во все это. Вот такой вот вариант первой, девочки. Отписывайтесь в комментариях, у кого как происходит. Благодарю вас. Ну, а мы идем дальше. Вариант номер 2. Его ближайшие планы на вас. Ближайшие, ну это месяца на 3 ближайшие, да, девочки? Не смотрим больше. Будем еще возвращаться к этой теме, если будет иметь успех. Итак, его ближайшие планы на вас. Так. Девочки, хочу внести некоторое пояснение. Если вы обратили внимание, возле тайм-кода появилась новая строчка «Поддержка канала». Там есть ссылочка, перейдя по которой вы сможете отправить мне
любую сумму, которую захотите. Это будет ваша благодарность за мой труд, потому что очень многие из вас пишут спасибо, как на индивидуальном раскладе побывала. Все очень точно, очень многие остаются довольны, поэтому если кто-то из вас захочет поблагодарить меня таким образом, девочки, я буду очень рада. Сумма не ограничена, на ваш выбор. Если кто-то хочет 5 рублей, 10 рублей, кто сколько может, пожалуйста, вы можете перейти по ссылке и сделать такое вот пожертвование, по-английски донат, на этом сайте для меня, для поддержки моего канала. Я благодарю вас. Ну, смотрим дальше. Его ближайшие планы на вас. Девочки, особое внимание тем, у кого мужчины проходят по земным знакам зодиака. Это Телец, Дева, Козерог. Скажу так, что здесь я вижу отношения, которые зашли в тупик, которые подвисли. Причем здесь отношения давние, не новые. Если вы смотрите на нового знакомого, этот вариант не ваш. Здесь отношения у многих отыграются семейные, которые сейчас, ну, фактически разваливаются, да, находятся на грани, возможно, разрыва, возможно, уже некоторое время тянутся какие-то такие бесполезные, уже затухшие отношения. И вот мужчина сейчас думает, он действительно сейчас занят тем, что он думает, что же ему с этими отношениями делать, что делать дальше. Вы знаете, это решение дается ему очень сложно. С одной стороны, он хочет, чтобы все было по справедливости. С другой стороны, он хочет, чтобы не потерял свою свободу, свои какие-то достижения, которые он уже достиг в этих отношениях, да, вот то, за что он боролся, собственно, в этих отношениях. Потому что здесь человек, который, знаете, он не строил эти отношения, он боролся в них, отстаивал какое-то свое мнение. Ну вот, смотрите, он все-таки будет пытаться подбирать ключи. Вот давайте сейчас только посмотрим ключи к чему. К тому, чтобы завершить эти отношения, или к тому, чтобы, может быть, попытаться их каким-то образом подлечить, восстановить. Ну вот, смотрите, он будет подыскивать действительно ключики, он будет подыскивать пути. Он думает о том, чтобы действительно эти отношения подлечить. Он понимает, что очень многое в этих отношениях ушло, очень многое в этих отношениях стало холодным таким, без души. Он это все понимает, но тем не менее, все-таки, наверное, знаете, здесь мужчина, вот если вы уже фактически находитесь на грани разрыва, здесь считается, что мужчина все-таки попытается, может быть, еще разок как-то эти отношения наладить. Особенно здесь коснется вас, девочки, дорогие мои, те, кто проходит по водной стихии. Это раки, скорпионы, рыбы. Да, мужчина здесь попытается. Если кто-то не умеет сам, возможно, он будет с кем-то консультироваться. Но что-то здесь мужчина будет предпринимать касательно отношений. Да, потому что он считает так, что он хочет поступить действительно как мужчина. И я бы сказала здесь, что и вы, возможно, тоже каким-то образом хотели бы данные отношения попытаться обновить. Вот я бы сказала обновить. Ну, девочки, смотрите, здесь, вот еще раз повторюсь, действительно отношения, которые давние, отношения у многих здесь будут семейные. Девочки, даже если у вас уже заявление лежит в ЗАГС о расторжении брака,
даже если уже вот вы уже тут делите все, что угодно. Вы знаете, здесь есть очень большой и сильный шанс данные отношения восстановить. Причем восстановить вот в самое ближайшее время, вот, да, скажем, в зимний период, есть такой шанс, есть такая возможность. Но вы понимаете, в чем дело? Здесь многое, практически все будет зависеть от решения мужчины. Я бы сказала, что ваше решение здесь уже принято. Вы, да, четко хотите здесь восстановления. Мужчина еще колеблется. Мужчина еще не знает, соглашаться ему на это, не соглашаться. Вы знаете, он, я бы сказала, не верит в то, что каким-то образом ваши отношения изменятся. Вот если вы решите сейчас начать сначала, он не верит в то, что жизнь ваша изменится, отношения ваши поменяются. И вот он боится этого, он боится, что ничего не поменяется, и снова будет, вот скажем, тоже болото, в котором вы были, и снова будет все то же самое. И снова будет все то же самое. Он не верит в это. Но, несмотря на это, здесь, девочки, у вас по 4 жезлов очень большой шанс на то, что примирение действительно состоится, что мужчина скажет, что ты знаешь, да, я согласен, давай попробуем. Давай попробуем. Девочки, вот такой вот расклад, второй вариант. Ну, смотрите, неплохой. Каждый, конечно, из вас самой решать, нужен вам этот мужчина, хотите вы восстановления этих отношений или уже закрыли за ним дверь. Это каждый из вас решает. Но те из вас, кто действительно хотел бы здесь восстановления отношений, девочки, шанс очень большой. И я от всей души желаю вам, чтобы все проигралось. И ваш мужчина действительно сказал вам: дорогая, давай попробуем сначала. Замечательный второй вариант. Благодарю вас. Ну а мы идем дальше. Вариант номер 3. Его ближайшие планы на вас. Загадывайте своего мужчину. Будем смотреть на ближайшие месяца 3. Если эта тема будет пользоваться популярностью, я буду делать такие расклады очень часто. Итак, третий вариант. Его ближайшие планы на вас. Девочки, хочу сделать некое уточнение. Если вы обратили внимание, возле тайм-кода появилась новая строчка на поддержку канала. Вы можете перейти по этой ссылочке и оставить мне донат, или по-русски это пожертвование, на любую сумму, которую вы сможете, в любой валюте, это без разницы абсолютно. Я буду очень вам благодарна. Если вам нравятся мои расклады, если я вам помогаю, это будет ваша благодарность мне за мой труд. Спасибо. Продолжаем. Итак, ближайшие планы вашего мужчины на вас. Ну, девочки, здесь так. Ситуация, которая была уже фактически мертвая, когда вы уже ничего не ждали, когда все вы считали, что это даже была не пауза, это было уже окончательное расставание. Девочки, мужчина здесь собирается объявиться к вам. Абсолютно. Собирается объявиться с чувствами, с признанием, с подарочком, не с пустыми руками, со страстью. Мужчина здесь собирается, девочки, к вам объявиться. Та пауза, которая была, она была нужна ему для осмысления. Кто вы для него? Зачем ему эти отношения? Что вы в его жизнь приносите? И судя по тому, как он к вам спешит, то он сделал для себя очень хорошие выводы. Смотрите, девчонки, он постепенно хочет из, ну, скажем так, вашего парня
из вашего мужчины, с которым вы встречаетесь, стать мужчиной, который будет для вас, в принципе, в жизни главным, что очень неплохо. Мужчина наконец-то понимает, что отношения нужно куда-то вести. И в данном случае он хочет выводить их в некую стабильность. Ну, давайте сейчас посмотрим. Ну, здесь, девочки, страсть. Здесь человек привязан, как бы там ни было. Я не удивлюсь, если у вас вот такой вот разрыв, который вот сейчас у вас был, это уже не в первый раз, а уже там во второй или в третий. Здесь, конечно, связь и страсть сумасшедшая. Мужчина, ну да, мужчина здесь готов хоть головой стены пробить, но, девочки, он к вам объявится. Здесь чувства, здесь любовь, здесь страсть, и по дьяволу, и по пажу жезлов даже говорить нечем. Особенно, если ваш мужчина относится к земной стихии, это Телец, Дева, Козерог. Ну, девочки, здесь, собственно говоря, даже если вы уже думали, что это конец, это не конец. Это было обновление. Здесь мужчина прошел трансформацию, которую, видимо, очень долго проходил. Он проходил здесь большое переосмысление. Я сейчас не касаюсь здесь формата ваших отношений. Достаточно того, что мужчина имеет на вас вот такие вот планы в ближайшее время. Приехать, причем, знаете, как приехать? Прилететь. Буквально вот в самое-самое ближайшее время. Если между вами расстояние, сократить это расстояние и доказать вам, действительно вот доказать вам, чтобы вы увидели и почувствовали, что он вас любит, и что вы ему нужны, и что вы ему очень и очень дороги. И он готов любые препятствия проходить на своем пути для того, чтобы появиться. Закрывается у нас расклад старшим арканом Солнца, который говорит о том, что, девочки, у этой связи есть очень хорошее будущее. Здесь все будет хорошо, отношения восстановятся, отношения начнут развиваться. У многих здесь даже отыграется, возможно, и рождение ребенка в прямом смысле. Поэтому здесь прогноз по варианту номер 3, несмотря на то, что сейчас ситуация может казаться уже никакой, здесь начнется ее развитие очень стремительное, буквально в самое ближайшее время. Смотрим там мы с вами на ближайшие 3 месяца. Замечательный здесь вариант, девочки. Пожалуйста, отписывайтесь в комментариях, у кого как проигрывается. Благодарю вас. Ну, а мы идем дальше. Вариант номер 4. Итак, его ближайшие планы на вас. Загадайте своего мужчину. И будем смотреть на ближайшие 3 месяца. Итак, его планы на вас. Девочки, сделаю небольшое отступление. Если вы обратили внимание, возле тайм-кода появилась новая строчка на поддержку канала. Вот, перейдя по той ссылочке, вы сможете сделать донат или пожертвование по-русски. Любую сумму, какую захотите. 10 рублей, там 15 рублей. Кто сколько захочет, кто сколько сможет. Если вам нравится та работа, которую я провожу, я буду очень вам благодарна за вашу поддержку, за ваши донаты, за то, что вы таким образом будете выражать мне свою благодарность. Спасибо вам. Ну, мы идем дальше. Так, его ближайшие планы на вас. Девочки, 4-й вариант. Ну, давайте начнем с того, что здесь мужчина, который ушел, мало того, который не желает выходить на связь, который не отвечает, который не перезванивает, который не пишет в ответ. Мало того, вы
на данном этапе даже не понимаете фактически почему. Почему так происходит вообще? Что ему от вас надо и что он хочет вот от всей вашей связи? Причем вы ведете себя вполне достойно. Вы говорите, слушай, я женщина, я не маленькая девочка. Со мной такие игры не проходят, со мной так не играются. Давай, дорогой, объясняй, в чем дело. Я желаю знать, что происходит. Я желаю знать, что со мной. И я хочу знать вообще, где я и кто я. Свободна я или замужем. Есть ли у меня мужчина или я сейчас буду искать себе нового. Ну, а мужчина у нас, девочки, здесь на выборе. Мужчина здесь на выборе, и, скорее всего, здесь отыграется не свободный партнер. Здесь человек, который реально сейчас не знает, что ему делать. С одной стороны, у него какие-то обязательства, возможно, дети. С другой стороны, ему все-таки хотелось бы, и есть возможность, девочки, понимаете, в чем дело? Есть возможность. То есть это не то, что там перекрыли ему все пути дороги и посадили его на цепь и наручниками заковали, и он не может прийти. Нет, такого нету. Он просто настолько сейчас в своих страхах, сомнениях, переживаниях именно вот из-за этого выбора, девочки. Он не знает здесь, что делать. Ну-ка, давайте посмотрим, какие же его все-таки ближайшие планы. Ну, смотрите, девчонки, особенно это коснется тех из вас, кто проходит по земной стихии. Это тельцы, девы, козероги. Здесь мужчина, который решает оставить ситуацию на волю судьбы. Вот пусть идет, как идет, да, к примеру. Пока, ну, к примеру, если он, допустим, живет в своей семье, ведет там себя как обычно, ничего такого из ряда вон выходящего. Тут вы пытаетесь до него дозвониться, как-то достучаться, не знаю, вызвать его на разговор. И вот он сидит вот так вот и думает, так, ну вот она сейчас позвонит еще 20 раз, ей надоест. Может, она тогда меня бросит, уйдет, она себе кого-то найдет, и все, значит, я тогда остаюсь с женой. А вот если там она сейчас будет мне звонить, а жена, допустим, увидит, узнает или еще что-то, да, если он вас не заблокировал здесь, вот, и, допустим, жена уже знает о том, что у него есть вы, может, она его выгонит, ну, тогда он придет к вам. И таким образом, как бы, судьба за него абсолютно все решает. То есть ему не нужно вставать, ему не нужно куда-то идти, ему не нужно предпринимать каких-то активных действий. Вот он сидит себе в стороночке и ждет, пока судьба за него все решит. Ну-ка, давайте посмотрим, повезет ему это будет так или нет на самом деле. Девочки, смотрите, здесь у него так не получится. Он еще чуток так посидит вот в такой ситуации, а потом судьба его начнет пинками под зад различными ситуациями, как в постоянных отношениях, так и в отношениях с вами, начнет подталкивать к тому, чтобы он начал искать решение. К тому, чтобы он начал искать решение, к тому, чтобы он начал идти к своей цели. А цель у данного мужчины, знаете какая? Очень хорошая и счастливая жизнь. И вот почему он сейчас на выборе таком находится. Он не знает, где и с кем у него будет хорошая и счастливая жизнь. Поэтому он и предпочел бы, чтобы сама судьба за него решила, эта женщина или эта женщина. Вот он и сидит и ждет. Девочки, ну так долго он сидеть не будет. Буквально в ближайшее время судьба его начнет подталкивать к тому, чтобы он начал действовать, чтобы он начал проявляться, чтобы он наконец-то принял решение. А вот принял решение, куда и в какую сторону, это уже будет тема для совершенно другого расклада. Но то, что здесь мужчина вынужден будет принять решение, это абсолютно точно. Здесь он не останется в такой ситуации дольше, чем ближайшие полгода. То есть фактически очень скоро он уже начнет
что-то действовать, как-то проявлять. Ну, а какое решение он примет, это мы уже с вами будем рассматривать в другом раскладе по другой теме. Вот такой вот 4-й вариант, девчонки. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, у кого как проигрывается. Ну, а мы идем дальше. Последний вариант, вариант номер 5. Итак, его ближайшие планы на вас. Опа. Ну, карты полетели. Итак, его ближайшие планы на вас. Девочки, хочу сделать небольшое уточнение. Если вы обратили внимание, возле тайм-кода появилась новая строчка на поддержку канала, и там есть ссылочка. Перейдя по этой ссылочке, вы сможете оставить мне донат или пожертвование по-русски на любую сумму, на какую вы захотите, на какую вы сможете. Это будет ваша благодарность мне за мою работу. Тем более, если мои расклады кому-то из вас помогают, я буду вам очень благодарна за эти донаты на поддержку и развитие канала. Девочки, это очень важно. Спасибо вам. Ну, продолжаем. Итак, его ближайшие планы. Ну, девчонки, здесь ситуация, когда, да, мужчина очень долго собирался силами, очень долго собирался с мыслями, и вот уже он рвется в бой. А в бой он рвется, давайте сейчас посмотрим, по какой теме. Замечательно. Значит, здесь мужчина решается на кардинальные изменения. У многих читайте предложение руки и сердца, у многих читайте совместное проживание. Из тех, кто свободен, конечно, здесь речь идет о свободных людях. Если здесь партнер не свободен, то знайте, что он будет рваться к вам для того, чтобы объясниться и сказать, что ему бы очень хотелось иметь с вами общую семью. Да, здесь будет, девочки, предложение руки и сердца. Особенно здесь отыграется это у тех, у кого партнер проходит по земной стихии. Это Телец, Дева, Козерог. Вы знаете, даже те, кто до этого находился в каких-то отношениях и был в ситуации выбора, даже если здесь партнер женатый, вы знаете, такое впечатление, что он буквально вырывается из тех отношений, которые у него были, и мчится к вам. Причем даже если вы не особо-то и хотели, в чем я, конечно, сомневаюсь, то здесь мужчина будет брать абсолютно все силой. Он будет доказывать, что он самый лучший. Все его действия будут направлены на то, чтобы вы нисколечко не сомневались ни в его чувствах, ни в том, что вы сделали правильный выбор, доверившись ему. Девочки, здесь действительно у многих отыграется как предложение руки и сердца. Между прочим, долгожданного вами. Ну, единственное, что может омрачить это все, если партнер до сих пор находится в законных отношениях и еще не оформил развод, документы и все такое прочее. Здесь карты указывают на то, что вся ситуация с его стороны может затянуться, но в принципе он появляется здесь как победитель. Поэтому он фактически добьется здесь того, к чему шел, то есть своей поставленной цели. И никоим образом вот эти вот препятствия, которые фактически могут затянуться во времени, они не омрачат ему радости от того, что будет происходить. Девочки, все, здесь мужчина, 5-й вариант, знаете, мужчина определился. Здесь, конечно, читается не очень хороший расклад для жен, поскольку мужчина здесь решил уходить окончательно из семьи.
Хороший расклад для любовниц, поскольку он придет к вам, и наконец-то вы услышите от него то, чего так долго ждали. Здесь сумасшедшая страсть. Те, кто находился в ссоре, здесь идет примирение, абсолютное примирение в ближайшее время. Те, кто на расстоянии, мужчина собирается это расстояние сократить. Ну и вы знаете, человек здесь делает выбор в пользу вас, в пользу своей страсти, в пользу тех отношений, которые дают ему адреналин, в пользу тех отношений, которые дают ему любовь, и в пользу тех отношений, вот в которых он ощущает себя вот таким вот мощным, сильным львом, но при этом сверху чувствует нежную руку женщины, которая все-таки этим львом может руководить. Здесь однозначный контраст между теми отношениями, которые у мужчины были до этого, и тем, что есть с вами. И, конечно же, то, что было до этого, не идет ни в какое сравнение. Там мужчине уже тошно, он уже не в состоянии больше это выносить. Поэтому, девочки дорогие, здесь вот такой вот вариант. Мужчина в самое ближайшее время объявится. Даже если не закончил еще официально развод, скорее всего, что предложение вам будет сделано. Вот такой вот прогноз, 5-й вариант. Пожалуйста, девчонки, отписывайтесь в комментариях, у кого как проигрывается. Ну, а на сегодня у нас с вами все. Я благодарю вас. С вами была Натали Таро. Увидимся.